связи с нестабильной ситуацией на рынке нефти и подорожания бензина в Америке, интересно было бы сравнить, сколько стоят продукты такие базовые здесь у нас и в ваших странах, где вы там живете. Я сейчас еду в Walmart, там сниму базовые продукты, сколько они стоят, а вы в комментариях, пожалуйста, напишите, сколько это же стоит у вас. Поехали! Чтобы не было инсинуаций, видите, я подъезжаю сейчас к Walmart, и здесь есть заправка. Она довольно-таки считается дешевой, такая же, как типа в Costco. И бензин здесь стоит 4,32 за галлон. Это дороговато. Сегодня, видите, 3 мая, время 3 часа 13 минут. На входе нас сразу встречают арбузы по 6,97. В Costco я купил за 9. Но там поприличнее как-то они выглядят, не знаю. Помидоры. $1.97 за паунд. Перчики $1.27. Ананасы $2.34. Манги всякие. Виноград непонятно по какой цене. Яблоки посмотрим. $8.52 за 3 ЛБ, почти 1,5 килограмма. Я беру просто всякие базовые, без всяких там. Но бананов нема. Ай-яй-яй, беда-беда. Зеленые бананы 50 центов за паунд. Я не знаю, интересно ли вам колбаса или польские сосиски типа того. Ну, множество сосисок всяких, они в основном для гриля, для барбекю. Поэтому тут сравнить с нашими тяжеловато, честно говоря. Ну, допустим, вот ангус какие-то, видите, говяжьи $6 за 453 грамма, $6 стоит. Наверное, самые наиболее близкие к нам, это вот такие польские колбасы какие-то. 3,26 жвачки. Давайте посмотрим. Вот такой пакет Орбита без сахара. $10 за вот такую пачку. Это 249 грамм, как мой дрон. Juicy Fruit 3,88. Ну и всякое такое. В принципе, примерно в одну цену. Шоколад Ferrero Rocher 4,16 за вот такую шоколадку, 90 грамм. Линд 144 грамма, 6,78. Feastables, если вам интересно, 2,57 за 60 грамм. M&M's Family Size 512 грамм, почти $10. Басмати какой-то райс, $23 за 9 килограмм. 1 килограмм 360 грамм вот таких вот неплохих порошков. В принципе, вообще неплохие. 2,72. И все эти пирожки стоят примерно одинаково. Плюс-минус туда-сюда. Sure, no problem. Sorry. Всякие соусы, я думаю, не очень интересно будет смотреть. Спам, кстати. Кто помнит вот эту вот замечательную ветчину. Если кто хочет, вот. Она стоит 2,26. А, нет, 2,26 это вот это вот. Это, короче, Walmart'овская марка. А вот это спам стоит 4,14. Я ее не брал. Но в детстве поел ее нормально, конечно. Кукуруза, кстати говоря, $1.67 за... Я, видите, даже не выбираю, я просто беру первую попавшуюся. Здесь можно найти подешевле, можно найти подороже. Ну, короче, вот такая банка. Хрен знает, сколько она весит там. 1,67. Если вы думаете, что тут нет огурцов, есть. Есть и зеленый горошек тоже. Вот, видите, стоит 76 центов за банку. Где-то еще были огурцы соленые. Пойдемте посмотрим мясо. Вот. В Walmart появился отдел с бараниной. Ну вот, например, а бараньих ребрышков-то и нет. Ну вот ладно, вот такая есть. Lamb Shoulders Chop. Стоит $7 вот за такой кусок. Это 0,58 ЛБ. Такая штука есть, $20 стоит. Ну и фарш, например. Видите, $23, $8. Но это не за одну штучку, а вот по 3 таких. Говядина. Фарш из Эндус говядины стоит
16,42, 2,25 ЛБ. Такие вот цены у нас. Это соус какой-то. Креветки. Хорошие креветки. Очень даже неплохие, я бы сказал. Для готовки 18,47 за килограмм. Ну, 907 грамм. Готовые 20. Кто покупает готовые креветки, я вообще не понимаю. Стейки. Ribeye стейк Ангус. Видите, 36 за 1,75 ЛБ. 37 почти, да? Есть и дешевле, безусловно, есть. Видите, $23, $20. Ribeye стейки. Вот такая вот тушу можете купить. Сколько она стоит? Интересно. 90,5 долларов за 16,57 ЛБ. Ребра говяжьи, кто любит, пожалуйста, вот здесь какой-то набор туриста прямо собран. Мясо мы покупаем в Костке. Там, оно, не знаю, дешевле оно или нет, вряд ли, но, короче говоря, там просто удобный формат, нам нравится. Свинина очень дешевая, ну, относительно. Видите, такие свиные чопсы. 7,66, было 9,12 за 1,67. Это что, ребра, да? Да, ребра. $13 за 6 футов. То есть прям до хрена обожраться можно. Здесь такая премиум порк есть. 8 этих, ну, 4 килограмма, считай, за $20 тоже. Мы свинину не едим, не по религиозному соображению, а просто как бы что тяжеловато, но мне очень нравится. Ну, это всякая херня тут, которая не очень интересна. Кура, да, для жителей Питера кура, для всех остальных курица целая, молодая, премиальная курица стоит 8,04 за 5, ну вы поняли, короче. Можно купить такие нарезанную курочку 10,33, ну и всякое тут выбор дофига, и стоят они вообще недорого. Самый прикол в курице — это вот такие ножки. Драмстик они называются. Очень дешевые, потому что американцы не любят ножки. Они любят белое мясо. Ну, как говорится, 6,12 за вот такой набор. Это 4,82 фунта. А здесь уже набор подороже, потому что здесь крылья и как бы бедра, получается, да? И драмстикс еще есть. 8,99 за 4,81. Есть еще дешевле. Прям курица очень дешевая здесь. Вот такой вот набор огромный. 9,84 за 4,5 килограмм. Селмон. Атлантик селмон. Очень вкусный. Очень вкусный, очень хороший. Свежий, не замороженный. Никогда не был заморожен. $10 за 2 вот такие пачки. Короче, непонятно. Вот, давайте возьмем вот этот вот. 1,81 фунта, $16. Тоже недорого и вкусно. Один раз я только по своей глупости взял селмон, он был чуть не очень хорошего качества. Ветчина обалденно вкусная. 11,43, 11 галлонов, 11 фунтов, $27. Тоже очень вкусная ветчина, можно брать, спокойно есть. Я покупаю салфетки в машину, чтобы они лежали и, ну, на всякий случай, да, всякие, знаете, бывают случаи у нас. И я покупаю, типа, вот такие, что ли. $1.58 стоит. Что-то дорого. Здесь есть вот такие, вроде как их меньше. За $1.18. Ладно, возьмем, какая разница. Полотенце, я не знаю, бумажное, интересно, неинтересно. За 10, это полотенце, да, за 10 вот таких рулонов $25. Туалетная бумага, давайте вот возьмем Soft and Strong, 30 мега рулонов, $19. Можете катить. Мука 2,38 за 2,26 килограмма. Мне нужно купить подсолнечное масло. Вот оно. Видите. В принципе, очень хорошее масло. 8,52 за 3,87 литра. Коллекционная Кока-Кола. Короче, здесь банки, они все пронумерованы, не пронумерованы, а промаркированы штатами. Иллинойс, на Флориде и все такое. Стоит такое удовольствие 6,94. Мексиканская Кока-Кола стоит 7,22 за 4 бутылочки. Но она реально вкуснее. Молоко. Стандартное молоко 3,08 за 3,87 литра. Сметана 1,36 килограмма стоит 6,64. Нормальная сметана, очень даже вкусная. Еще здесь продаются сырки.
Есть в продаже в русских магазинах и наши сырки тоже, там типа коровка из кореновки, все такое прочее. А это местные сырки, типа греческий йогурт. Видите, вот такая упаковка. 176 грамм, стоит 4,27. Довольно вкусные сырки. Мы их берем, покупаем и едим. Такой вот сыр Филадельфия. Да, все, наверное, ели в свое время. Original Cream Cheese. Стоит 5,46 за упаковку. Всякие есть они, какие хочешь. Мы частенько покупаем вот такое unsalted масло сливочное. Очень хорошее. 454 грамма за 3,06. 100 с Орео. Такая пачка Орео. Ну, например, Dark шоколад. Сколько он там весит? 432 грамма за 4,97, $5. Печенье есть всякие, какие хочешь. Все продается, пожалуйста. Типа итальянское печенье. Стоит 4,52 за упаковку, за 170 грамм. Но оно очень вкусное. Поэтому я беру 2 пачки. Колу я взял не для того, чтобы ее пить, а для того, чтобы ее пить. Давайте так. Еще мне надо купить туалетный утенок. Туалетный утенок для, ну вы поняли, 3,48 за 709 миллилитров. Возьмем 2. Большой выбор яиц все различных. Начиная от органик есть 12 штук. Типа 5,87, 5,96. Это какие-то большие яйца за 7,13. Сколько штук? 60 штук, 7,13. 60 штук, 7,13. Ну, нормально, что. Мы, как правило, покупаем 18 штук за 2,17. Ну, чаще всего берем вообще в Costco. Сок апельсиновый, если вдруг вы любите. Вот Simple Orange, нормальный сок, 4,64 за 1,35 литра. Ну и тропикана всякие там тоже есть. Не хватает тут, конечно, творога. Такого нормального нашего творога. У них называется Farmer Cheese, но он такой, как бы, не очень вкусный. Соленый какой-то, хер поймешь. Ах, те американцы вообще. Тут всякие собачьи, кошачьи еда. Я в них не очень разбираюсь, поэтому даже и показывать не буду. Ну, вы можете купить диски сиденья, коляски. Вот так, ради прикола, да? Сколько стоит вот такая коляска, например? $168 вот за такую коляску. Вообще, мы, когда ездили сюда в отпуск еще, купили двухместную коляску за $100, по-моему. И так прикольно было у нас все это. Не совсем базовый продукт, но тоже, я думаю, будет интересен. $448, 75 дюймов. Ультра HD, 4К, R6 серия, все такое. В общем, кому надо. Hisense, в принципе, неплохая компания, производит тут много чего. Вот эта штука мне нравится очень. Travel Center. Тут вы можете купить, допустим, пасту такую маленькую, да, чтобы в самолетик заходить там. Или вот целый набор, пожалуйста, детский. Шампуни, вот, Head & Shoulders и все такое прочее. Все по $2, в принципе, туда-сюда. Салфетки в машину, если надо, или вообще с собой. Полотенца, всякие подушки, хренюшки. Если интересно все это, пишите в комментариях, я могу сделать более подробный рассказ про Walmart, про цены здесь, если интересно будет. Подушки, смотрите, какие прикольные. FIFA World Cup, $17. Но, к сожалению, я не фанат футбола, поэтому не буду тратить на это деньги. Интересно. Бутылочка такая продается, типа 250-летию основания Америки, с водой. Ее можно, ну, понятно, что ее можно заливать, подливать, стоит $3. Вопрос, надо ли она мне? Не уверен. Перекись водорода. Я долго не знал, что она здесь тоже продается. Стоит $1. Пожалуйста. Можете вот хоть залиться. Не менее интересная секция называется клиренс, распродажа. И здесь вы можете найти всякую херню, которая по какой-то причине не продается, еще никому не нужна. С помощью этой штуки можно цепь натягивать, но я не уверен, поэтому не буду брать. Какая-то вот такая всякая мелочь, такая херня, которая вроде и не нужна, и за большие деньги бы ты ее не купил, а вот тут на распродаже может быть и why not. Сколько это стоит штука? $3. Отправлю
жинки. Дети, Танечка сказала, возьми эту штуку обязательно. На самом деле удобная вещь для переноски всяких тортов и всякой такой фигни. Бери обе, говорит. Ничего себе. Хва! Ну что ж. За $3, пожалуй, можно взять. А это что такое? Короче, это для капкейков. Тоже, я так понимаю, что нам надо. $7 стоит. Уверен, что у всех, ну, моего поколения людей знают, что это такое. Особенно если съемная панелька, то это огонь. Можете купить за $40 вместе с колонками. Олдскул свело. Сникерс, упаковка из 2 штук. 2,78. А одиночный 1,57. M&M's тоже 2,78. Стандартная пачка. Короче, дороговато. Твикс тоже 2,78. Все по 2,78. Я не знаю, продают у вас такое или нет. У нас, короче, продают Джек Дэниелс с Кока-Колой. Сразу же, видите, замешано все. Стоит 12,48. Это Zero Sugar. А это обычная Кока-Кола, наверное, да? Я вообще не любитель всего этой фигни. Но я должен это взять. А вот Flower Pack. Ага, стоит 17,58. Видите, разные какие-то вкусы. Я даже не знаю, нахрен она мне нужна. Но, блин. Ну, вы меня понимаете. Вы бы поступили так же, я думаю. Вот такие цены в загнивающей Америке на сегодня, 3 мая 2026 года в Walmart. Пишите, что у вас по ценам, дороже, дешевле. Просто интересно сравнить, насколько мы отличаемся с вами. Ну, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно пишите ваши комментарии, что почем у вас.